Доброе утро, дорогие друзья! Это программа о вкусной и здоровой пище. Меня зовут Сталик Ханкишиев. Сегодня выпуск для тех, кто не умеет готовить. Полюбуйтесь, какая говяжья нога! Ух, пожарю стейк, наемся! А ну-ка, примерим. Поместится он в меня? В самый раз. Так что остальное мясо убираем в холодильник. Не позволяем втягивать себя в ненужные споры. Солим мясо заранее, до того, как пожарим. Посолили, поперчили. Для того, чтобы на обжаренном мясе появилась хорошая румяная корочка, немного присыплю мукой. Панировка так называемая. Переворачиваем. И все то же самое еще раз. Соль. Сколько здесь мяса? Килограмма 2-3. Поэтому соли понадобится минимум 2 столовые ложки. Перец. Еще пол-столовой ложки черного перца. Это еда мужская. Запанируем и со второй стороны. Эх, вот мне бы печку на дровах русскую. Или гриль на живом огне, на настоящем полыхающем угле. Уж я б тогда нажарил, уж я б тогда запек. Но сегодня мы готовим в условиях стандартной кухни. Все, что у нас есть, это газовая плита да духовка. На чем же пожарить такой знатный ломоть мяса? Я вам посоветую. Сковородка-противень Кухмара. Толстенный литой алюминий. Гранитное покрытие. Ничего не пристает, можно запекать в духовке, а можно жарить прямо на газовой плите. Зажигаем огонь. Включаем вытяжку. Предупреждаю, будет немного гудеть. Наливаю масло. Покрыло донышко, и ладно. Ждем, пока не задымится. Нагрелось нормально. Пошли жарить мясо. А что, правду говорят, что большому куску рот радуется? А правду говорят, что мякоть с ножки очень хороша в стейках? Большие мастера по приготовлению стейков говорят, что говядину надо жарить всего лишь навсего 10-12 минут. Ну хорошо, пусть 6-7 минут пожарится с одной стороны и еще 6-7 минут с другой стороны. Однако мне не терпится посмотреть, как оно там на сковородочке. Румянится? О, то, что надо. Но я хочу, чтобы было покраснее, порумянее. Время еще и 9 утра нету, а у меня дом наполнен запахом жареного мяса. Перевернуть, однако, пора бы. О, вы полюбуйтесь, какая красота. Положенные 12 минут прошли. А ну-ка, попробуем, что у нас получилось. С пылу, с жару должно быть очень хорошо, очень нежно. Мясо-то свежее, только что с рынка. Нож тупой у меня, что ли? Ты посмотри, не хочет резаться мясо. Ну давайте попробуем, посмотрим. О, погляди-ка, и правда приготовилась. Правда? Правда, жевать его надо. Как доктора учили. 32 раза каждый кусочек. Очень вкусно, но очень жестко. Скажите, пожалуйста, у вас случались такие ситуации? Дело в том, что я сейчас смоделировал ту ошибку, которую совершают очень многие начинающие кулинары. Они покупают на рынке отличный кусок мяса, но, увы, совершенно не подходящий для стейка, и пытаются его пожарить. Скажите, пожалуйста, с вами случалось такое? И что вы делали? Жевали
давились, плакали, но ели. А хотелось бы, чтобы это мясо получилось нежным, мягким, сочным, ароматным и прямо отпадало от косточек. Хотелось бы? Значит, вам нужен казан кухмара. Чугунный, просторный, сделан на совесть. И еще кое-что. По мелочи. Да здесь у меня продуктов-то всего ничего. 4-5 головок молодого лука. Я не буду резать его слишком мелко. Разрежу каждую головку на 4 части и на донышко казана. Чего с этим луком чирикаться? В казане все будет готовиться часа 3-4, можно и 5. Все уварится, незаметно будет. Где там лук, а где морковка? Морковку тоже не буду резать очень мелко. Нарежем вот такими кольцами, да и все. Лук да морковка — это как бы фундамент, подложка под мясо. А теперь само мясо. Поверх лука, поверх моркови. Вот оно, как раз уместилось в казане. Полюбуйтесь, разве это не красиво? А теперь помидоры. Помидоры тоже порежем крупно, по-мужски. Вот прямо-таки обложим все мясо ломтями помидоров. А вот перцы болгарские ждет совсем иная судьба. Их мы порежем помельче. Пусть они побольше аромата и побольше цвета отдадут. Впрочем, для цвета у меня есть еще и паприка. Не острая. Можно сказать, что сладкая. Досыпем. Паприка, болгарский перец, то как ни называют его, бывает красный, бывает желтый, бывает зеленый. У красного и зеленого разные ароматы. А что вы хотите? Возьмите яблоко красное, возьмите яблоко зеленое. Они же разные по вкусу, разные по аромату. Так и с перцем. А вот чесночок за время приготовления растеряет весь свой задор. Останется только вкусный, очень аппетитный запах. Прямо вот так и поставим в казан. А по двум другим углам казана острые перчики. Это только называется, что мужская еда. На самом деле, я вам по секрету скажу. Женщины такую еду любят не меньше нас, мужчин. Особенно если от еды приятно пахнет. Базилик немножко завял, немножко состарился. Ну, чуть-чуть на меня похож. Но все еще пахнет. Несет в себе аромат. Вот пусть здесь и лежит. А теперь водички. Водички добавить в казан. Добавить в казан воды так, чтобы покрыло. Что это будет? Суп? Рагу? Ну а подождите часа 3-4 и увидите, что это будет. Накрываем казан плотной, идеально подогнанной крышкой. Вот что значит кухмара. И на огонь. Часа на 3-4. Сначала огонь пускай будет сильный, а потом, как только закипит, вы же услышите, что там закипело, забулькало. Убавляете огонь и ждете. Часа 3-4. Что? Вы не готовы подождать 3-4 часа? Всего лишь навсего 3-4 часа для того, чтобы получить идеальный обед. Ну и что сейчас время завтрака? Потерпите, как раз к обеду аппетит разыграется. Что? И терпения у вас нет? А скажите, пожалуйста, если у вас нет терпения, у вас есть скороварка? А? Торопышки? Скороварка как раз и создана для подобных случаев. Очень выручает. Так что перекладываем все из казана в скороварку. Ну вот так. Все довольно-таки плотненько. Загружать скороварку существенно больше, чем наполовину, не стоит. Пусть сверху обязательно остается свободное пространство. Но разве что каких-то специй экзотических добавить. Можно добавить, можно не добавлять. Можно обойтись одним только лавровым листом. Можно добавить еще и черный перец горошком. А можно добавить еще и звездчатый анис. Бадьян, как говорится.
Не будем рисковать, добавлю пока только одну штучку. Да несколько бутончиков гвоздики. И это будет хорошо. Итак, еще раз резюмируем. Скороварка вовсе не обязательно. Просто в казане готовится часа 3-4 и получается очень хорошо. А в скороварке, если она очень хорошая, можно приготовить в 1,5, 2 и даже в 3 раза быстрее. И получится тоже довольно-таки неплохо. Самое главное – правильно отрегулировать огонь. Вот самая большая конфорка не нужна. Достаточно средней. Да, вполне достаточно. А здесь тепло, куда деваться? Все тепло остается внутри скороварки. Но внимание! Минут через 15-20 огонь убавить до минимума. Ох и долго тянется время, когда кушать хочется. На самом деле прошло 1,5-2 часа, но внутрь скороварки не заглянешь. Уж лучше бы я готовил в казане. Заглядывал бы в казан, заботился бы о нем. Мне было бы чем заниматься. Ну а сейчас... Ох, скороварка шипит. Надо дать ей остыть, ведь температура внутри скороварки сейчас намного выше, чем 100 градусов. Вот пусть остынет, успокоится, а мы это время зря тратить не будем. Мы это время будем готовить гарнир. Для гарнира мне понадобится, во-первых, макароны, во-вторых, тертый вкусный сыр, немного оливкового масла и хорошая кастрюля, литой алюминий, гранитное покрытие, кухмара и такая же хорошая сковородка. Сполоснем их перед первым использованием. И начинаем. 3-4 литра воды необходимо, чтобы закипели. И на 3-4 литра воды ровно 3 столовые ложки соли. Потому что это макароны. Потому что это правило. На литр воды ложка соли. Закипает вода. Все, пошли опускать макароны. Вот, кипит бурно, и это хорошо. Именно так и должна кипеть вода, чтобы макароны сварились. Правильно. Вот закипит и плюс несколько минут. Так, как вы любите. Не надо ориентироваться на итальянцев. Итальянцы, мол, варят аль денте. Итальянцы спрашивают у нас, как рис готовить. Как правильно плов готовить. Нет, не спрашивают. Вот пусть и нас не учат. Как варить макароны. Ага, вот, закипело. Кажется, на зубок уже можно было бы и попробовать. Но я и так вижу, что еще слишком жесткие. Не по-нашему. Ну вот и все. Макароны вполне себе по-человечески приготовлены. Осталось только воду слить, заправить их маслом, сыром и еще кое-чем. Ну да, сковородочка антипригарная, но масло мы льем не ради сковородки. Масло мы наливаем ради самих макарон. Макароны с маслом вкуснее, вот и весь секрет. Ну а дальше все как в песне. Присыплю тертым сыром. Но добавлю-ка я еще немного зелени. А почему нет? Будет симпатичнее. И пошли на огонь. Пусть только сыр растает, да макароны в масле искупаются, чтобы сыр по ним равномерно распределился и расплавился. Однако, я думаю, что скороварка остыла. Да, практически остыла. Можно открывать. Теперь это вполне безопасно. Не вздумайте открывать скороварку, когда она только что с огня. Вот теперь можно и открыть. Ух! Отличная картина. Однако, ничего не видно в этих скороварках. Вот поэтому-то я люблю широкий, просторный казан. А переложу-ка я все в казан. Вот оно, мясо. Мясо
так, как мы любим. Чего я буду долго копошиться? Перелью все через край. Ого! А вы видите? Вы понимаете, что бульона у нас теперь получилось гораздо больше, чем мы заливали воды? Откуда он взялся? Да все эти продукты, и овощи, и мясо, все это пустило сок, и вот он этот сок. Вот он этот волшебный бульон у нас в казане. Однако осталось попробовать на предмет соли. Все ли хорошо? Ну, пожалуй, что я бы немного добавил. Я бы добавил еще с пол-ложки соли. И вот тогда будет совсем хорошо. Следим за макаронами. Если где-то появится легкий румянец, не беда. Но чтобы и не пригорели. Вот и все. Можно горячее накладывать на большое просторное блюдо. Красиво, по-доброму приготовленное мясо. Помните, в самом начале нашего сюжета я говорил о том, что такой якобы стейк как раз поместился бы у меня в животе. Нет, столько у меня не поместится. У меня если поместится, то вот один такой кусочек мяса на 150-200 грамм. Поэтому можно с уверенностью сказать, что обед мы приготовили на всю семью. Ух ты, ты погляди, погляди, чеснок какой. А вы помните? Помните, я вам обещал, что мясо будет отпадать от косточек? Вот оно и отпадает. Ровно как в холодце. Да, кусок мяса мы взяли такой, что подойдет и на русский холодец, и на итальянский оссобуко, и на заливное. Но только не для стейка. Главный урок, который вы получили сегодня, это правильный выбор мяса. Это мясо отлично для соуса. Это мясо отлично для тушения. Это мясо отлично подходит для долгого приготовления. Нуждается ли это блюдо в украшении? Я думаю, что вряд ли. Но тем не менее, немного свежей зелени, немного свежих красок не помешает. Ну а где же макароны? Только вот с выкладкой макарон есть один секрет. Не берите сковородку за ручку вот так. Берите наоборот, вот так. Сейчас вы поймете почему. Сейчас вы все узнаете. Берете тарелку, большое блюдо. И все. И почти что все макароны у нас на тарелке. Ну подумаешь, 1-2 штучки убежали. Ну а как же насчет того, чтобы макароны приправить кое-чем еще? Самый популярный среди российских семей соус. Махеев, кетчуп-лечо. Кетчуп-лечо Махеев. Номер 1 среди российских семей. Вот теперь, пожалуй, что все хорошо. Мне осталось только пожелать любителям кулинарии больших успехов. А всем остальным приятного аппетита!